У этих двоих была 10-летняя разница в возрасте, но при этом сумасшедшая разница в воспитании, нравах и происхождении. У одного было все: семья, дом, деньги, светлое будущее. У другого ничего: нищета, отсутствие перспектив и постоянная жизнь в бегах. Однако, по классике моего канала, эти двое все равно сошлись. И союз их был одним из самых невообразимых и драматичных в истории литературы. Остальные герои, с глубоким уважением, подвиньтесь. На сцену выходят Артюр Рембо и Поль Верлен, абсолютные безумцы, чья любовь не вписывается ни в какие приличные рамки. Вы на канале Дарки, и минутное отступление. Для всех тех, кто под каждым видео оставляет мне свое очень важное мнение касательно того, что им не нравится, как я выгляжу, им не нравится, как я говорю, им не нравится, как я машу руками, им не нравится вообще все на моем канале. Если тебя от меня тошнит, и если тебе не нравится на меня смотреть, не смотри. Надеюсь, ты не ожидаешь, что я буду верен тебе? Почему ты так груб со мной? С тобой только так и надо. И кто знает, существовали ли вообще эти латиняне? Быть может, их латынь просто выдумали. А если они даже и существовали, пусть позволят мне стать рантье и язык свой переберегут для себя. Чем я их обидел? И за что подвергают они меня такой пытке? Что касается греческого, то на этом грязном языке не говорит ни один человек в мире. Ни один. Черт их всех дери и выверни наизнанку. Сложно поверить, но эти строчки принадлежат 8-летнему провинциальному ребенку Артюру Рембо, чье детство прошло под гнетом строгой матери, сажавшей детей на диету из воды и хлеба за любую легкую провинность. Родился Рембо 20 октября 1854 года в маленьком городке Шарлевилле, недалеко от границы с Бельгией. Когда Артюр был подростком, он учился в Шарлевильском колледже, получал отличные оценки за сочинения на латыни и в целом был самым блестящим учеником, но только в знаниях. А вот внешний вид пацана поражал кого угодно. Вечно растрепанный, грязный, в рваной одежде и с немытой головой. Все это происходило из-за проблем в семье Артюра и, конечно же, из-за его сложного характера. Ребенком Артюр был очень необычным. Его раннее развитие было удивительным явлением само по себе, и уж тем более он выделялся на фоне остальных детей в своем городе. Естественно, одаренному подростку было в маленьком городке очень душно. Больше всего на свете ему хотелось вырваться на свободу, из-под гнета деспотичной матери, из клетки провинциальной жизни. Загнанный в угол от невозможности реализоваться, подросток начинает бунтовать, убегать из дому. Первый раз он сбежал, когда ему не исполнилось еще и 16 лет, без денег и документов, в разгар франко-прусской войны. В итоге Рембо посадили в тюрьму. Но всего через несколько дней Рембо сбежал опять. На этот раз в Бельгию, где занимался сочинением и переписыванием своих стихов в надежде отправить их в типографию, пока его не вернули к матери. Первое, что должен сделать человек, который хочет быть поэтом, это полностью познать самого себя. Он ищет свою душу, исследует ее, подвергает искушениям, обучает. Познав, он должен возделывать ее. В том положении, в котором находился поэт, крайне сложно было строить какие-то перспективы на будущее. Многие на его месте сдались бы и бросили поэзию. Но Рембо не был таким, как все. Он осознавал свою гениальность и, более того, он знал, что может доказать ее другим. В тот период нельзя было назвать ни одного близкого к литературе человека, который бы ни разу не слышал имени Поль Верлен. Поль Верлен был гениальным французским поэтом своего времени. Его стихи были задушевны и музыкальны. И он еще, кстати, был большим поклонником Виктора Гюго. Верлена по праву можно назвать революционером французской и мировой поэзии. Он. Вот кто мне нужен, думал Рембо, перечитывая в очередной раз строчки гениального поэта. Он гениален, и я гениален. Я должен с ним встретиться. И плевать, что между нами финансовая и общечеловеческая пропасть. Я отправлю ему письмо и добьюсь от него ответа. В то время Поль Верлен, конечно же, не подозревал о существовании какого-то там 16-летнего Артюра Рембо. Его жизнь кипела ключом. Беременная жена, успехи в поэзии и высшее литературное общество. Ну, в общем, все как у людей. Поль-Мари Верлен родился 30 марта 1844 года в городке Мец на севере Франции, в семействе офицера Николая Гюста Верлена и дочери сахарозаводчика Стефани. Поль был поздним и единственным ребенком, до него у несчастной Стефани было 3 выкидыша. Детство Поля было счастливым и безмятежным. Мальчика в семье очень любили и баловали. Ни о каком хлебе и воде, как у Рембо, речи не шло. Всегда аккуратно одет, помыт и накормлен. Впрочем, даже идеально ухоженный Верлен не привлекал внимания окружающих. Его внешность сложно было назвать симпатичной. Орангутанг, вырвавшийся из клетки зоологического сада. Так отзывалась его физиономия мать его школьного друга. Но для родителей Поль, конечно, был самым красивым и лучшим ребенком на свете. И уж каким талантливым. В связи с этим семья Верлена, естественно, позаботилась и о будущем гениального ребенка.
Отдали его в престижный пансион Ландри, где он и проучился 9 лет. При этом, кстати, демонстрируя отличные способности к гуманитарным предметам и практически нулевые к точным наукам. В тот период Верлен начал замечать за собой особую тягу к представителям своего пола. Позже он называл это мальчишескими шалостями. С одним из соучеников, Люсьеном Виоти, у Поля и вовсе завязались очень близкие отношения, которые продержались до тех пор, пока Верлен в итоге не женился. Впрочем, у Поля Верлена было одно очень едкое пристрастие, не чуждое многим гениям. С юного возраста поэт пристрастился к рюмке и практически до конца жизни не слезал с нее. Именно зависимость от алкоголя сделала его агрессивным и неконтролирующим свои кулаки по отношению как к матери, так и к жене. Дни у него начинались со ссор с женой и заканчивались в излюбленном месте парижских поэтов – кафе «Газ». Там Верлен в полной мере мог показать себя. Общался, спорил, читал стихи, пил абсент. Но все не то, чего-то все равно не хватало. Или кого-то. Однажды летним днем в 1871 году известному поэту вдруг пришло необычное письмо из провинциального городка. Впрочем, литературным гениям приходит много писем, ничего особенного. Но это все-таки было особенным. Верлен вскрыл конверт и прочитал. Письмо было от неизвестного молодого юноши, который искренне восторгался творчеством поэта. Но это еще не все. К письму он приложил несколько своих собственных стихотворений. И это чудо поразило Верлена. Он решил тотчас ответить мальчишке. Да не просто ответить, а еще и пригласить к себе в Париж. Получив ответное одобрительное письмо, Рембо был вне себя от счастья и, конечно же, сразу помчался к Верлену. В результате в сентябре 1871 года Артюр Рембо, которому еще не исполнилось и 17 лет, и который уже создал почти все свои самые знаменитые стихи, включая шедевр «Пьяный корабль», прибывает в Париж, где его встречает на вокзале никто иной, как Поль Верлен. Поначалу Рембо показался Верлену спокойным тихим юношей с очень плохим финансовым положением. Но это только поначалу. В скором времени дерзкий юноша, выросший в тяжелых условиях, показал себя. Ему была чужда спокойная и размеренная обстановка, которая царила в доме Верлена, куда его пригласили пожить. Все это казалось мальчишке скучным. Рембо эпатирует всех и вся, провоцируя на конфликты и разбирательства. Доводит до истерики супругу Верлена, называя ее крысой. Чавкает, харкает, плюется за столом. «Черт тебя дери, Верлен, кого ты привел в наш дом?» — сетует несчастная женщина. Но такое поведение Рембо, на удивление, совершенно не отталкивает самого Верлена. В его глазах полно восхищения. Этот мальчишка, он так не похож на всех, он такой вольный, такой дерзкий. Он здесь никого не знает, но совершенно никого не боится. А Рембо будто видит это немое восхищение поэта и продолжает по-хамски себя вести в чужом доме. В конечном итоге жена отказывается терпеть такое омерзительное поведение юного гостя. Рембо решено было спровадить в другое место. Верлен пытается найти ему пристанище у друзей, но Артюр и там показывает невоспитанный характер, причем уже в полной мере. Ворует, портит вещи, справляет нужду на лестничных площадках, подтирается ценными подшивками журналов, раздевается у всех на виду и выкидывает одежду в окно. Оттолкнуло ли это Верлена? Нет. И Рембо знал это. Знал, что таким эпатажным поведением, скорее всего, добьется своего. И добился. Верлен в итоге снимает ему отдельную мансарду, куда друзья поэта приносят мебель и предметы утвари для нахального мальчишки. И вроде бы живя один, Рембо подуспокоился. Но тут Верлен подоспел. Надо бы сводить мальчишку в высшее литературное общество, чтобы познакомить с другими поэтами. Ведь это даст ему возможность двигаться в этом направлении и дальше. Рембо, конечно, приятно польщен приглашением посетить литературное собрание. Впрочем, в очередной раз не понимая, что находится не в провинциальной деревушке, а в Париже, где существуют такие слова, как тактичность, сдержанность и взаимоуважение. Итак, Верлен и Рембо приходят на такое собрание вместе. Все читают книги, подбадривают друг друга, комментируют, дают интересные замечания и строят сложные выводы из метафор и аксиом. Но все это не интересует 17-летнего Артюра Рембо. Для него это вздор и скука. Когда один из сотрапезников читал свои стихи, и дошла очередь до комментария Рембо, тот в своих лучших традициях развел руками и преспокойнейше сказал: «Твой стих – дерьмо». Присутствующий фотограф Этьен Карже сказал, что сейчас заставит эту жабу умолкнуть. Но тут-то пьяный Рембо и решил действовать так, как действовал всегда, защищаясь. Он выхватил стилет из трости Верлена и метнул его в фотографа, ранив в руку. В полицию участники застолья в итоге не обратились, но быстро изгнали буйного мальчишку из своего общества. А вот Верлена все больше и больше восхищала эта дикость малолетнего Рембо. И ему нравилось видеть кого-то такого эпатажного и дерзкого, при этом красивого и эгоистичного. Его жизнь перестала быть днем сурка, и он буквально стал зависим от Артюра, таскаясь с ним везде и всюду. Зачастую он проводил ночи в мансарде Рембо. Сам он эти ночи потом именовал Геркулесовыми. А в обществе счастливая пара нередко появлялась в обнимку, чем вызывала у окружающих шок и возмущение. Впрочем, агрессивность Артюра распространялась не только на окружающих, но и на самого Верлена. Пара, естественно, часто ссорилась и не стеснялась прибегать к насилию.
А развлечения у них и вовсе были неординарные. Однажды Рэмбо предложил Верлену в кафе положить руку на стол, а затем пронзил ее ножом. Выйдя на улицу, Рэмбо показалось это недостаточным, так что он еще и ткнул Верлена в бедро, нанеся 3 глубоких пореза. Впрочем, в этом сумасшедшем слиянии двух поэтических душ от жены Верлен тоже не мог отказаться. Какое-то время он мечется между двумя полюсами, в процессе отыгрываясь на жене просто за то, что она есть. Он приходит домой смертельно пьяным, впадает по любому поводу в ярость, угрожает жене, набрасывается на нее. Однажды пострадал и только что родившийся сын Жорж. Верлен со всей силы бросил его на кровать так, что тот ударился о стенку. В итоге Матильда не выдерживает и заявляет, что хочет подать прошение на раздельное проживание супругов. Верлен, который все еще не готов на разрыв, пытается вымолить у нее прощение и даже уговаривает Рэмбо на время уехать к матери. Твой малыш согласен получить справедливую порку. И о мученичестве твоем не забывая, думает о тебе с еще большей страстью и радостью. Верь мне, Рэмбо, а ты люби меня, защищай, верь мне. Я существо слабое, и добрые отношения мне необходимо. В итоге Рэмбо возвращается, а Верлен все больше издевается над Матильдой. Дело даже могло вылиться в бытовое убийство в пьяном угаре, но, к счастью для всех участников драмы, закончилось побегом Верлена. В июле 1872 года поэт вышел купить лекарства для больной жены и встретил по дороге Рэмбо. Артюр, в свою очередь, заявил, что отправляется путешествовать прямо сейчас. И Верлен сказал: «Я с тобой». Злополучная морковная фея, принцесса-мышь, вошь, которую ждут 2 пальца и ведро, вы сотворили такое. Из-за вас я едва не убил сердце моего друга. Я возвращаюсь к Рэмбо, если он согласится принять меня после предательства, которое вы заставили меня совершить. Пишет в итоге жене совершенно обезумевший Поль Верлен. Верлен же с Рэмбо прибывает в Лондон, где начинает учить английский язык и носить цилиндры. Для них обоих это был достаточно продуктивный период. Верлен написал большую часть своих романсов без слов, а Рэмбо активно работал над стихотворениями в прозе Откровения. Живут они на периодически присылаемые женой Верлена деньги, а также на нерегулярные заработки самого поэта, который начал давать уроки французского. С их отношением друг к другу, естественно, не обходилось и без шумных ссор, драк, настоящих побоищ, и удивительно, что они умудрились оба остаться в живых. Впрочем, одна из ссор все-таки стала последней каплей раздора, хотя она и не была очень серьезной. Летом 1873 года Поль Верлен вернулся из магазина, держа в одной руке селедку, а в другой рукой бутылку масла. И Рэмбо это так насмешило, что он, видимо, отпустил какую-то супер едкую шутку, начал ужасно смеяться над внешним видом поэта, и Верлен жутко оскорбился. В бешенстве он собрал чемоданы и сложил в них все вещи Рэмбо, не оставив ему никаких средств на содержание. После этого Артюр в письмах слезно просил его вернуться. Вернись, вернись, дорогой друг, только вернись. Я клянусь, что я буду добр. Если я был угрюм с тобой, то это была шутка, которую я в своем уборстве хотел осуществить. Я раскаиваюсь в этом больше, чем это может быть сказано. Вернись, это будет полностью забыто. Как жаль, что ты поверил этой шутке. 2 дня я не переставал плакать. Вернись, будь храбр, дорогой друг. Ничего не потеряно, ты только должен совершить свою поездку снова. Мы будем жить здесь снова, храбро, терпеливо. О, я умоляю тебя. Кроме того, это для твоей пользы. Ну ты, когда я сделал тебе знак сойти с лодки, почему ты не сошел? Мы прожили вместе 2 года, чтобы прийти к этому часу. Что ты собираешься делать? Если ты не хочешь вернуться сюда, хотел бы ты, чтобы я присоединился к тебе? Но ты не сможешь меня забыть, не так ли? Нет, ты не сможешь меня забыть. Что до меня, я всегда буду с тобой. Скажи, ответь своему другу. Мы никогда больше не сможем жить вместе? Будь храбр, отвечай мне быстро. Я не могу оставаться здесь дольше, просто слушай твое прекрасное сердце. Ответь мне скорее, если я должен к тебе приехать. Ответь скорее, я не могу оставаться здесь позже вечера понедельника. У меня не осталось ни пени, я не могу объявить об этом. Если я не смогу увидеть тебя снова, я собираюсь завербоваться в морскую армию. О, вернись, я все время плачу, снова и снова. Только скажи мне встретиться с тобой, я приеду, скажи мне это. Пошли мне телеграмму. Я должен уехать в понедельник вечером. Где ты будешь? Что ты собираешься делать? Неразумное дело. Так называл Рэмбо Верлена в личном общении. Впрочем, разумно или нет, но возвращаться за девой все равно пришлось. Ведь без Верлена у Артюра не было средств к существованию. Несмотря на все эти уговоры, Верлен проявляет настойчивость и не возвращается. Но если Магомед не идет к горе, гора идет к Магомеду. Рэмбо сам едет к Верлену, где у него там уже мать, которая пытается привести его в чувство. Впрочем, присутствие матери-любовника совершенно не смущает Рэмбо, и пара вновь устраивает громкую ссору. Поводом послужило желание Рэмбо вернуться в Париж. Верлен понимал, что если так случится, то шанс на то, что они снова сойдутся с женой, будет минимален, а жена все-таки давала ему определенный доход. В итоге Верлен не придумал ничего лучше, чем достать купленный утром пистолет и выстрелить прямо в Рэмбо. Правда, попал в руку, не в сердце. Ранение оказалось несерьезным. Верлен с матерью отвели Рэмбо в больницу на перевязку и пошли провожать его на вокзал. По пути Верлен, все еще пьяный, видимо, в очередной раз, услышав едкую шутку от Рэмбо, опять пришел в ярость и полез в карман за пистолетом.
Но в этот раз Рэмбо, побоявшись не отделаться простым ранением, добежал до ближайшего полицейского и заявил, что Верлен пытался его убить. В итоге полиция установила мотив покушения на почве скандала между любовниками, и Верлену дали срок 2 года тюремного заключения за покушение на убийство. Отсидел он, впрочем, только 1,5, и его выпустили за примерное поведение. Рэмбо же, после того, как Верлена арестовывают, возвращается на какое-то время домой, в Шарлевиль, где работает над сезоном в аду, в котором в художественной форме пытается осмыслить свой жизненный опыт, итоги поисков неведомого и отношения с Верленом. Это произведение, написанное в 19 лет, оказалось последним. Рэмбо наотрез отказался от поэзии и больше никогда в жизни к ней не возвращался. Он еще один раз встретится с Верленом после его выхода на свободу. Это произойдет в Германии, в Штутгарте. Скорее всего, во время этой встречи между ними произошла очередная ссора, а может быть и драка. Рэмбо не отнесся серьезно к обращению Верлена, насмешливо называя его, как обычно, дамой, и требуя с него денег. Верлен же считал себя обновленным человеком, и финансирование бывшего любовника уже не входило в его планы. В итоге в 1875 году они расстались уже навсегда. Их пути кардинально разошлись, и ребята больше никогда не виделись. Верлен скончался в 1896 году. Половину последнего десятилетия своей жизни он провел в больницах. Поэт из больницы стал туристической достопримечательностью. Известен случай, когда одна американская дама прислала ему орхидеи, которые он поставил в больничную утку. Но до того, когда он еще не лишился рассудка, Верлен успел написать множество стихов и застал на закате жизни отблески славы. В 1884 году Верлен публикует «Проклятых поэтов», в которых появляется несколько стихов Рэмбо. Затем следуют новые публикации. И в литературных кругах Рэмбо оказывается настоящей сенсацией. Слухи об этом доходят до самого Рэмбо. Но совершенно его уже не волнует. Артюр Рэмбо покинул мир в 37 лет, а до этого занимался изучением языков, перепробовал множество профессий, включая работу переводчика и зазывал в местном цирке. Даже завербовался на какое-то время в голландский флот, но потом дезертировал оттуда. Под конец жизни он добрался до Африки и с переменным успехом занимался торговлей в Эфиопии, постоянно нося зашитыми в поясе 8 килограммов золотых монет. Спасибо за просмотр, друзья. Отдельное спасибо прекрасным людям, которые досматривают мои видео до конца. Благодаря вам мой канал существует. Подписывайтесь, ставьте пальцы вверх и приходите в Телеграм читать письма и всякие другие интересные подробности. И, конечно же, пишите ваше мнение в комментарии, ведь впереди еще много-много всяких интересных и безумных историй. С вами была Дарки, всем